5000 машин, 5000 моделей, вы не представляете. Такое ощущение, что я в раю. Посмотрите, эти стенды, бесконечное количество машин, бесконечное количество красивых моделей, которых собирались всю жизнь. Посмотрите на это. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала Aizen Travel and Life. Сегодня особенное видео. Я нахожусь в гостях у замечательного человека, коллекционера. Я могу сказать, наверное, если не ошибусь, у него самая большая коллекция моделей машин в Израиле, я думаю. Вот, не говорю за другие страны. Этот человек очень увлечен своим делом. Зовут его Александр. Я с ним познакомился на выставке. Выставка была в городе Хулон, в Израиле. И я просто был шокирован. Он очень эрудированный человек. Настолько он разбирается вообще в коллекции, вообще в этом во всем, в коллекционировании самом, что самое интересное, он и производит модели машин, детализирует их. И, в общем, сейчас мы у него в гостях, и я хочу взять небольшое интервью, рассказать о нем, рассказать, как он собирал эти машины, и вообще просто пообщаться. Итак, Александр, интересный вопрос первый мой. Из чего у вас все это началось? Ну, даже знаю, помню дату, когда это все началось. Это был 8 марта 1978 года. У меня был друг и одноклассник, и ему родственники, потому что 8 марта у него день рождения. Вот. Как он всегда говорил, мамин подарок. Значит, ему подарили 6 ремейков. Вот. До этого я успел пособирать все, что только можно было, попробовал собирать. Мама пыталась постоянно меня увлечь. Были марки, были значки, были вкладыши от жвачек, были ковбои-индейцы, фигурки. Вот. Но когда я это увидел, все коллекции пошли сразу в размен. Вот. И первую машину я купил летом 78-го, город Остер, Черниговская область. Меня на лето туда ссылали каждый раз с бабушкой. Вот. И на выходе из кинотеатра я у мальчика увидел машинку в руках, прицепился к его папе, чтобы он мне рассказал. Она была в коробке, и было понятно, что она вот-вот только вот сегодня или вчера куплена еще. Вот. Я к нему прицепился, и он мне рассказал, что в Остре на базаре там продается эта машина. Я потом ее полдня искал. Вот. Денег не хватало, было 2,50. Я целый день конючил у бабушки рубль, и никак у меня не получалось. Не выдержал дед и сказал, говорит, где там твои деньги на кино? Я говорю, ну там он на серванте под... как она... под скатертью. Ага. Он говорит, ты точно знаешь, что там 2,50? Я говорю, ну да. Он говорит, ну иди посчитай. Вот. Я пошел пересчитывать, и он, видно, втихаря мне подсунул туда рубль. К счастью, не было предела. Я убежал, тут же купил этот москвич. Ну и все, и понеслась. То есть сколько вам было лет на тот момент? Я 68-го. Ноябрь 68-го, а это был 78-й, 10 лет. 10 лет. То есть представьте, сколько лет прошло и сколько Саша занимается этой коллекцией, то есть коллекционированием именно. Это долгие годы, практически вся взрослая жизнь. Чтобы понять, насколько я древний, вот там стоит в саратовских моделях так называемая боссовская серия. Вот они все были куплены в Киеве. Возле универсама. Да, в универсаме наверху был галантерейный отдел, и они стоили 5-10. Меня это очень сильно раздражало, потому что непонятная символика. Вот. Обычная машина 3,50, а тут надо отдать 5-10, а милицейская Жигули стоит 3,90. Почему же это стоит 5-10? За непонятно, что написанное. Вот это очень сильно раздражало.
Что хочу я заметить про себя лично, что я тоже увлекаюсь коллекционированием. И, конечно, моя коллекция это просто капля в море по сравнению с коллекцией Александра. Но что хочу заметить, я из Саратова. И у нас был завод Тантал, где как раз начиналось в Советском Союзе производство моделей вот этих. И у меня были и москвичи в свое время, и Волги, и еще что-то, я уже не помню точно, потому что все это со временем утеряно было. И поэтому моя коллекция, которой занимаюсь я сейчас, она уже как бы довольно-таки новая. Но Саша вот прекрасно, Александр знает, что это такое, что выпускал этот завод, и он поставлял на всю Россию, на Украину тоже, На весь Союз. на весь Союз. И, в общем, я хочу просто... Мне интересна та ситуация, все-таки 5000 машинок. Приблизительно. Да, приблизительно. Это как-то какая-то да, обуза для вас. Как смотрит на это ваша семья вообще? И как это вам... Это же доставляет вам удовольствие. Это не обуза для вас. Это скорее, наверное, образ жизни. В 90-м году, когда мы с женой познакомились, у меня уже на тот момент было где-то в районе 600 штук. Вот. Когда мы в силу сложившихся обстоятельств уезжали в Израиль, мне удалось вывести за один раз примерно 450 моделей. Мы не отправляли никакой контейнер, ничего не отправляли. У нас было 60 килограмм перегруза, за которые я отдал, по-моему, $50, что-то такое. Вот. И это, отгадайте с 3 раз, что это было. Это не были кастрюли и Да, подушки. это были только машинки. Это были только модели. Вот. Когда сюда приехал, сразу первое, что сделал, первая приобретенная мебель. Все остальное было с выставки, как у всех. Вот. А приобретенные это были 2 шкафа. Вот. Они сейчас, по-моему, живые у одного из коллекционеров в Кириат-Гате. Вот. И все расставилось и понеслось. В течение недели, как мы сюда приехали, было найдено то, что меня интересовало по жизни. Это картинг и модели. Вот. И понеслось. С женой, когда познакомились, когда спрашивают, как она к этому относится, а как она может к этому относиться, если она меня таким получила? И этого уже не изменишь. Да, и чтобы было понятно, помимо моделей еще был картинг, еще под кроватью лежали 2 или 3 разобранных мотора, какие-то резины, какие-то тормозные диски, вот, все это в куче, плюс работа в такси, вот. Мы с момента, как мы познакомились, до момента, как мы расписались, меньше 6 месяцев. Из этих 6 месяцев она меня видела примерно 3. Ну, выбор у нее был, так скажем, Да, небольшой. Вот. Это самая главная лотерея, которую я выиграл в жизни. И следующий мой вопрос к вам, Александр, он касается масштаба ваших моделей. Я имею в виду, какой размер вы предпочитаете моделей, потому что они все разные. Есть модели большие, есть модели маленькие. Я, например, собираю модели 1,43 масштаб. И еще то, что относится к какие группы моделей вы собираете. Спортивные, винтажные, я имею в виду модели, которые производились 20 лет назад, 30 лет назад, или современные модели. Вот этот вопрос очень интересен. Какие подгруппы моделей вы предпочитаете собирать? Основной масштаб 43. Есть, как в любом правиле, какие-то исключения. Вот. В основном это советский автопром. Вот. Дальше итальянское направление Ferrari, Lamborghini, Maserati. Этим занимается младший сын. Вот. Это ему отдано. Спорт в любом виде. Раллийные машины где-то в районе 400 штук. Леман в районе 150 штук. ДТМ в районе 60-70 штук. Вот. BMW это любовь юности. Вот. Мерседес, не скажу, что я его люблю, но уважаю. Это единственная фирма, которая с начала всего движения автомобильного и по сей день
И в их линейке есть практически все машины, которые вам могут понадобиться. От смарта, мини-бусы рабочие, мини-бусы легковые, автобусы большие, автобусы маленькие, грузовики разных размеров, вся линейка. Вот. Сказать, что я их люблю, наверное, нет, но уважаю. Я хочу заметить сам, что то, что я вижу, это ваши разделы, они начинаются даже, вот, например, с автобусов, если там Мерседесы, да, и потихоньку спускаются серийные модели, гоночные модели этой же фирмы и так далее. Вот так у Но вас идет, да? каждый раздел посвящен чему-то. И стараюсь, иногда тоже бывает исключение, чтобы не было там рыжих, желтых пятен. Местами иногда по годам машины меняются. И расставлено так, что, допустим, кто-то интересуется ломбами, и абсолютно его не интересуют саратовские старые модели. Вот. Значит, они стоят в отдельном окне. Если человек сказал, что его интересуют ломбы, пожалуйста, вот окно. Не надо бегать вдоль стенки, выискивать, где у нас там еще. Вот. Здесь все стоит, включая спортивную историю. Вот. Все выглядит как музей и советского автопрома, и любой из марок. Грузовики и автобусы стоят выше для того, чтобы они, ну, они не лучше, но их там хотя бы видно, потому что если ставить туда легковушки, они не будут видно. Надо какие-то лестницы, что-то придумывать. Вот. Пока идет так. Сейчас мы в процессе реконструкции. Вот. Будет еще 2 раздела тогда общих. Это подразделы, так скажем. А есть 2 общих раздела будет. Это старые машины. Я так назову этот раздел коллекция 80-х. Там будет старый Саратов, старый Корж, старый Нарев, старый Матчбокс. Вот. Это все будет в одном разделе. И потом основной раздел советский автопром, музей. Вот. И дальше по разделам. Вот звезда этого дома, тоже украшение, это Буся, китайский алабай, как ее зовут здесь все. Она просто, она великолепна. Посмотрите, какое милое создание. Привет. Просто если будут слышны какие-то посторонние Звуки, это она. она участвует. Храп, Она это не я уча- заснул, Да, это она Буся. участвует непосредственно в съемке тоже. И следующий вопрос к вам, Александр, это я знаю, что вы увлекаетесь изготовлением моделей. Как это происходит? Вы делаете это, я вижу, у себя дома. И это очень интересно, потому что немногие коллекционеры этим занимаются. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Ну, находим интересные фотографии, необычные модели. Заводы в основном делают какие-то стандартные версии. Вот. Но когда собираешь в подряд и хочется всю линейку, хочется что-то, то, чего никто не делает. Вот, допустим, удлиненный Mercedes шестидверный G-класс. Было взято модель XO, распилена из 2. Был сделан один как прототип, мастер-модель. Потом дальше было отправлено в Киев. В Киеве было сделано литье. И потом вернулось сюда, назад, на покраску, сборку. На сегодняшний день мы делаем примерно 6 или 8, я уже сам заблудился. 6 или 8 моделей мы сами выпускаем. Вот эта модель была сделана из мини-чамбо обычного G-класс, распилена, так называемый головастик. Вот, задняя настройка и прицеп. Точных чертежей не было, но по пропорциям фотографий плюс-минус вычислено. И это все соответствует и цвет, цветовая гамма, и прицеп. Скажите, это литье, да? Да, это так называемый резин, это смола. Вот. Или как его еще называют, двухкомпонентный пластик в резиновые формы. Потом окрашивается, дорабатывается. Собирается что-то декали, что-то фототравление. Да, вы представьте, насколько это детальная работа и сколько это труда вложено в это.
Александр, я хочу задать тоже вопрос по этому же поводу, что если какой-то человек, коллекционер, заинтересуется то, что вы изготавливаете, он может выбрать модели, вы можете сделать на заказ, и он может приобрести это? Ну, если какие-то есть прототипы, какие-то исходные данные, надо посмотреть. Сейчас немножко, конечно, цейтнот по поводу автоспорта. У нас на следующий год уже вышел график соревнований. У нас порядка 40 гонок за год. За следующий сезон должно пройти. Вот. Ну, по мере возможности можно обсудить. Есть в Израиле тоже мастера, которые могут взяться, можно кому-то передать. Если... Да, я могу добавить одну вещь, что, может быть, даже можно обратиться к Александру, чтобы найти какие-то модели, я имею в виду не то, что он лично изготавливает, это просто модели, которые вы ищете. У него есть обширные связи в этом смысле, и он может быть вам помочь с поиском и с приобретением. Да, в принципе, найти можно все. Вопрос бюджета. Вот. Если долго искать, можно найти дешево. Если нужно быстро, то там уже. Под этим видео мы оставим контакты, и обращайтесь, и посмотрим, как это будет получаться. Еще один немаловажный вопрос к вам, Александр, это условия хранения ваших моделей. У вас их огромное количество, 5000 это невероятное количество машинок модельных. И как вы их храните? Это надо какие-то специальные шкафы, и все это, за этим надо ухаживать. Как все это происходит? Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста. Ну, бич всех коллекционеров это пыль. Вот. И дети. Для детей есть специальная технология, мной разработана, 2 сына выросло. Вот. А от пыли, ну, многолетний опыт, эксперименты с разными шкафами, с книжными полками, с чем только не экспериментировал. Пыль есть везде. Сделать так, чтобы это было, скажем, смотрибельно и без пыли, взяло примерно 40 лет. То есть идея была давно, пока не столкнулся с хорошим профессионалом. На 2 пальцах я ему объяснил, что мне надо, и он мне подсказал, как это правильно сделать. Вот коллекция, которая уже 7 лет стоит, ни разу пыль нигде не протиралась. Никаких избыточных давлений, компрессоров, там что только не изобретают. Ничего здесь нет. Здесь именно построено так, чтобы у нее не было шансов туда попасть. Я хочу еще вот приблизить, подойти к одному из шкафов и вот просто показать. Это все сделано на заказ, эти шкафы специальные. Эти стекла, они как бы герметично подогнаны по определенному размеру. Здесь есть специальный стандарт. Вот посмотрите, этот шкаф, он занимает всю стену 7 метров где-то, около 6,40. 6,40 по метражу. 27 разделов. Да, 27 здесь разделов, они как бы разделы эти стандартные по размеру. И вот посмотрите, какая работа, это спецзаказ. Вот такая работа, и это все подогнано очень и очень хорошо, чтобы не проникала пыль. Все машины, включая даже Пивторака, стоят без коробок. Многие борются с пылью, ставят в коробках. Вот. Я там в Волдах, наверное, выставлю в коробках, потому что коробки тоже имеют какую-то ценность и интерес. Если машина 50-х годов, и она в первозданном виде, и даже в непотертой, не побитой коробке, то тоже, наверное, есть смысл поставить. Сейчас я экспериментирую на этих 3 шкафах. Вот. Когда уже подгоним стекла, вот, тогда будет более конкретно. Вот. Ну, сейчас в набросках есть машины даже, которые 73-го года, которых человека рука. Последние, кто прикасался, это упаковщики на заводе Норев. Вот. Даже такие машины есть, и они стоят в коробках. Вот. Все остальное для того, чтобы нормально смотрелось, нормально просматривалось, вот, это все стоит без коробок. Мы начнем обзор. Я хочу спросить просто о самых ценных и, может быть, дорогих моделях. Саша, вот что вы покажете там?
Ну, вот ручная работа, это киевский мастер, всемирно известный, мой товарищ Владимир Пивторак. Если вам будет интересно, потом можем попробовать сделать с ним интервью. Он вообще-то Обязательно сделаем. человек очень закрытый, но я думаю, что я смогу с ним Это, договориться. да, это модели, которые делались вручную. Здесь, Посмотрите. Это, первый Мерседес, да? да, полный отрыв мозгов, снос башни. Здесь спицы чуть ли не каждая сделаны отдельной деталью. Да. И на всю вот эту красоту одета еще отдельной деталью резиновая Да, покрышка. это, с этого начиналось автомобилестроение вообще. Это первый автомобиль, можно так сказать. Посмотрите, какой красавец вот этот. Какая работа. Это где-то стоит... Когда говорят ювелирная работа, то это вообще ни о чем. Когда я даже со своими моделями иногда приходилось обращаться к ювелирам, вот, они Ну, это говорили, такой, что это мой штамп мы, такой. да, Да. мы хоть и ювелиры, но у вас вообще полный снос башки, потому Да, что ну, вы посмотрите, просто посмотрите. у ювелиров они могут сделать какую-то тонкую работу, но у них у всех проблема с геометрией. То есть завитушечка туда, завитушечка сюда, это не играет никакой Ну, в общем, роли. я могу сказать, что примерно это стоит где-то 1000 и больше $1000. Вот такие модели. Представляете? Вот так. И сделаны они малым тиражом, Да. вот, в основном под заказ и разбираются, то есть даже сам Вова, наверное, не видел всю партию вместе, то есть не успевают выпускаться, как они уже уходят. Так, хорошо, продолжим дальше мой обзор. В этом видео мы не сможем объять всю коллекцию, потому что она просто огромна. Вот, Саш, с чего мы начнем? Как вы Ну, думаете? это вот начало всех начал, так скажем. Вот. Просто сейчас немножко идет реконструкция на 3 новых шкафа. Что-то снимается, что-то добавляется, но основная экспозиция пока Вы осталась. сказали, что вот я помню, что вот это очень редкая модель, да? Да, Расскажите это о ней, пожалуйста. олимпийский рафик, он еще даже в 80-е годы доходила его цена до средней зарплаты 100-150 рублей. Представляешь, сколько сейчас Вот. он стоит? Сколько он сегодня стоит, не знаю, особенно на волне всплески вот Интереса, это интереса к старым советским моделям, которые буквально даже 10 лет назад никто из-за моделей не считал, все резко кинулись Да. на китайчатину журналку, и я в том числе. Вот. Но мне что помогло, крестный моего младшего сына, вот, подарил ему свою коллекцию, примерно 700 штук. И из того, что у меня было, из того, что приехало из Киева. Вот. Так, давайте тогда продолжим дальше. В общем, здесь получается стенд, это Волги, да? Да, здесь, скажем так, газовский. Газовские. Поверху немножко там затесалось АМО, немножко автобус, Ага. не в тему. А так в основном это Вот все посмотрите, это Волги газовская все, тема. да. Вот здесь есть и типа амбулансы, да, и вот такие вот машины, которые... Некоторые разные- машины дублируются, потому что они по годам выпуска Мгм. были в них отличия. Вот. И так как это был подарок, Понятно. А внизу, получается, вот здесь рафики, да, как бы назывались? Да. Вот это вот рафики, Нивы. вот. Ну, здесь уже более-менее такой микс пошел. Мгм. Рафики, УАЗики, там где-то Нивы вставлены, здесь вот Нивы вставлены, здесь вот верхний ряд КАМАЗы, вот. Ниже Жигули, потом еще ниже правительственные, вот. Ну, здесь москвичи, вот. Некоторые дублируются для того, чтобы, допустим, вот это довольно старая, это где-то 84 год, а вот это вот где-то примерно 80-й год, это без мейдина, а вот разница цвета. Мгм. Вот эти вот 80-го года, две машины мной лично купленные в универсаме, это куплено моим товарищем, из-за которого все началось, и потом, когда он уезжал тоже в Израиль, он мне подарил, он уезжал в 90-м, я уезжал в 96-м. Вот, он мне ее подарил, она потертая была, пришлось декалями немножко подреставрировать ее. Вот, москвич непонятно, видно, что это какой-то новодел, пытались что-то изобразить, но у них плохо получилось реализация цвета. Вот. Первые машинки, я так понимаю, вот эти, да? Да, это раздел ремейка, он сейчас тоже было у меня небольшое поступление и разница там цветов, я начал пока реконструировать, но так как это все будет переезжать
в новые серванты. Вот. Пока оно осталось так, и уже в новых сервантах будет выставлено так, как положено. Но это вот начало всех начал, вот самое-самое-самое-самое, которое я увидел. Первые 6 ремейков. Вот. Там было 2 дубля. 2 Мерседеса 350-х, не знаю почему такой странный подарок. И, по-моему, 2 Мазерати. Вот. Потому их 6 штук. А вообще разновидностей на тот момент было 4. Так, пойдем дальше. Ну, так как Porsche это моя любовь, эта марка вообще просто увлечение всей моей жизни тоже. Вот, Саш, что вы скажете на вашу коллекцию Porsche, которая тоже очень большая? Ну, как бы много разделов, приходится многим уделять внимание. Но здесь машины, которые были куплены за 2 раза, которые мы были в Штутгарте, купленные прямо в музее. Вот, допустим, вот этот Лохнер, по-моему, он электро в центре. Вот это последнее поступление прямо, последней лошадью из Штутгарта, прямо с музея. Технички Porsche, спорт, музей боевой славы Porsche. Далеко, Да, конечно, гоночные всё не модели, полное. да, Porsche вот здесь все. Далеко не полное собрание, но насколько получилось. Сверху стоят в основном минибусы, потому что маленькие такие машины наверх загонять не получается. Так Да. более-менее по теме спортивные технички. Несколько техничек именно Porsche, которые... Вот. Я смотрю, тут и внизу есть что-то необычное, вот это вот Ну, темная, черная коллекция. это советские членовозы. В основном все построено на базе DIP. Такая фирма есть. Вот. Но есть вкрапление пока журналки, потому что автоспорт очень много денег забирает. Ага. Если бы не автоспорт. Журналка это что, чтобы вы поняли зрители? Журналка это журнальная серия. Вообще-то я ей говорю спасибо, потому что оживила весь коллекционный мир. Вот. Даже те, кто заканчивал давно собирать, и когда появились по советским машинам Победы 21-е, Зимы, ЗИСы, вот, и стоили они копейки, можно было собрать все это великолепие. Вот. Многие люди оживились. Но вот то, что я вижу здесь, то, что меня самого поразило, это вот это. Это то, что... Кеннеди. Да, вот посмотрите эти машины. Это мини-чамс Кеннеди. Да, вот с Кеннеди, это в день убийства, да, как вот Кеннеди. Да, это да? за пару минут до выстрела. Да, вот посмотрите, а дальше идет Папа Рядом Римский. Папа Римский, Рио, старая модель, она у меня уже, наверное, лет 30. Да, и дальше что идет? Витес, Эйзенхауэр. Эйзенхауэр. Вот. Дальше современная китайчатина, так скажем, высокого уровня. Там милиционер стоит рядом, а дедушка Сталин сидит на заднем сиденье. Да, его не очень видно, Не но, видно, но он ну, сидит. Да, он Вот. там есть. Вот этот, это Хрущев, и рядом тоже типа милиционер охраны. Вот. Это французских президентов Да. машина. Там я вот не помню, кто там едет в следующей. Да. Какие-то итальянцы, что-то Да, но французы. в конце вот в углу наказанный стоит у нас человек, которого все знают, Да, который в истории оставил очень плохой очень след. неплохой след. Не будем называть его имени, но он есть вот Ну, в собственной исторический машине. факт есть исторический факт. Он Да. был, и на такой машине он ездил, и Да. итальянская фирма его выпустила. А рядом его противник, президент Деголь. Да, вот Деголь стоит рядом. Вот. Да, в общем, эти машины, конечно, поражают, честно скажу. Это Брежнев. Вот, пожалуйста. Вот. Это Ленинский, тот, который стоит в музее в Москве. Это император Хирохита. Ага. Это Ленинский, который стоит в горках. Вот. Мерседесы. Видите, у него впереди лыжи стоят на колесах. Гусеничные, Гусеничные, да. да. Это всемирно Где? известный, это чистый Rolls-Royce. Вот, правда, по легенде Ленин на нем ездил, но Ленин на нем не ездил, он вышел позже. Вот здесь и обширная коллекция, любимая марка Сашина BMW. Вот что вы скажете, Саша, по этому поводу? Очень красивые машины. Первый раз я столкнулся с BMW в Киеве в 93-м году. Сел, проехал и понял, что больше нечего и не с чем сравнивать. Вот. Это любовь на всю жизнь. Вот. И по мере возможности музей BMW
все, что они выпускали с самого начала по сегодняшний день, плюс их участие в автоспорте, я так называю. Да, у вас очень обширная коллекция и просто Музей боевой славы. нет слов. Там, где лимановские, ДТМовские машины. Это музей боевой славы. BMW. Вот смотрите, здесь серийные машины вот идут, а внизу представлены спортивные модели, которые участвовали в гонках, да? Да. Вот эти все. От Париж-Дакара до Лимана. Посмотрите. Уникальная коллекция. Дальше там тоже первый ряд еще идет, продолжается BMW. Ага. Вот. И дальше уже пошли кузовные чемпионаты ДТМ и VTCC, английский чемпионат. Ну и дальше добавлены часть Абарта. Вот. И разные и прототипы, и NASCAR, и пока нету для них общего такого стенда, пока они все вместе стоят, более-менее по стилю. Да, подходят. плавно мы перемещаемся теперь к Мерседесу, который тоже занимает немало места. Да, тут немножко сейчас тоже в ходе реконструкции кое-какие модели сняты. Вот. Но это вот окно, где микроавтобусы и G-класс. Мерседес знаменитый. Вот G-класс и ML объединены. На их базе вот здесь все машины, которые находятся, часть которых сейчас тоже снята по разным причинам. Вот. Ну, в основном из-за реконструкции. Очень большая тоже коллекция. Когда расставимся, когда поставится третий сервант, можно будет переснять, посмотреть. Я не раз еще приеду к вам, я так понимаю. Очень интересно. Милости просим, все, кому интересно. Да, все, кто Двери увлекается открыты. этим, да, все, кто увлекается, пожалуйста. Вот также для образца, допустим, вот, недавно был спор, как выглядит журналка и как выглядит пивторак. Вот, допустим, вы только что видели трицикл, который делал Вова. Ага. И вот трицикл не самой дешевой фирмы. Вот там он стоит, да? Да, он просто пришел в комплекте в одной коробке с вот этой машиной. Вот. Ну, Ну, чтобы понятно, не его плохо видно, но раскомплектовать. совсем другой уровень исполнения. Ну да, там спица. Посмотрите, какие модели Мерседеса, просто дух захватывает. Часть из них куплена была прямо в музее. Вот эти вот концепты, это последней Это музейные, лошадью, да? последней лошадью из Ага. музея в Штутгарте. Вы знаете, что есть музей в Штутгарте Мерседеса, он очень обширный, красивый музей, всем советую посетить. А на нулевом этаже или даже на минусе у них магазин со всеми разными сувенирами. И вот оттуда эти машины куплены, они даже с фирменными кулечками с завода. До сих пор коробки, все сохранено, все есть. От всех этих машин коробки тоже существуют. Ну, может быть, не от всех, но 80%. Это тоже музей боевой славы Мерседеса. Да, спортивные модели. В этом интервью промелькнуло, Саша сказал про ралли и про раллийные машины. И у них семейный есть ген гонщиков, автогонщиков. И вот Александр, младший сын, занимается автогонками. Да? Да, но это не ралли, у нас кольцевой чемпионат кузовной, монокубок Peugeot. Вот посмотрите, 206. посмотрите, это часть его наград. Это за последние 2 года. О, чемпион. Двукратный чемпион Израиля по тайм-атак в прошлом году, в позапрошлом. И Джимикана чемпион прошлого года, 25-го. В общем, вот на этой гоночной машине, это Peugeot, завоеваны все эти кубки, которые я показывал. Вот спонсор Norok Express. Это фирма, которая доставляет посылки в Израиле. Из Израиля, вернее, да. Вот посмотрите, такая гоночная машина завоевала много кубков. В общем, я хочу, в завершении этого видео, я хочу поблагодарить вас, Александр. Спасибо, вот, я жму руку. Я просто очень рад знакомству и как начинающий коллекционер сказать, что я здесь в небольшом шоке. Такое ощущение, что я попал в какой-то рай.
автомобильный, я имею в виду коллекционный рай. Саша, вам, Александр, вам большое спасибо. И мы с вами не раз еще увидимся. Приезжайте, не стесняйтесь. Спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. И всего хорошего, друзья. Пока.